Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о гориллах. Многие смотрели фильм «Кинг-Конг» про гориллу и представляют себе огромное существо, разрушающее все на своем пути. Большинство людей знает, что это большое, злое, а может и кровожадное животное, сравнивая, дразня и называя гориллой тех, кто больше и сильнее. Попросту говоря, горилла, она и в Африке горилла. Так ли это? Или все в раке? По крайней мере, для общего понимания, кто они и что едят, возможно и не человечину, и настолько они большие и злые, как думают о них наши дорогие смотрители канала. Поехали! Для цивилизованного человека история горилл началась в 1847 году, когда американский миссионер Томас Сэвидж повстречал их в Габоне. Существует два вида горилл: равнинные гориллы, живущие в равнинных влажных лесах Габона, Камеруна и Конго, а также горные гориллы. В самом центре африканского континента в Конго находится массив Вирунга. Это горная гряда вулканического происхождения, которая тянется с востока на запад на сотню километров. Горы здесь достигают высоты 4000 метров и служат последним прибежищем горным гориллам. Горная горилла – самая крупная из всех обезьян. Это очень рослое и массивное животное. Самец горной гориллы при весе до 200 кг может достигать до 1,80 м высоты в положении стоя. Мужские особи в 2 раза тяжелее женских. Примерно к 12 годам черный мех в районе спины начинает приобретать серебристую окраску. Это характерная особенность более зрелых и старых самцов. Самка горной гориллы значительно уступает в размерах самцу, достигая в высоту 1,5 метра при весе около 100 килограммов. На протяжении жизни она может произвести на свет от 4 до 6 детенышей с интервалом от 3 до 6 лет. Живут гориллы, как говорилось ранее, в тропических лесах Центральной Африки. И кто бы мог подумать, питаются на самом деле только растительной пищей. Кормятся они в основном на земле, ведь большие размеры не позволяют им часто разгуливать по хрупким веткам деревьев. Но могут и забраться на дерево, если уж очень захочется. Едят гориллы очень много. Массивные челюсти позволяют им есть самую твердую пищу, такую как кора, древесина, стебли и корни. Большую часть дня эти обезьяны заняты поеданием древовидных папоротников и лиан, а в горных областях бамбуковых побегов и дикого сельдерея. Горные гориллы живут общинами, образуя закрытые стаи, которые, как правило, состоят из взрослого самца, нескольких самок и малолетнего потомства. Иногда встречаются группы с несколькими самцами, один из которых играет доминирующую роль. Родовые общины горных горилл могут насчитывать до 30 особей. Самая многочисленная группа, согласно исследованиям ученых, состояла из 48 членов одной популяции. Члены одной семейной группы не приветствуют контакт с особями другой. Поиск еды на одной и той же территории происходит в разное время, дабы избежать нежелательных встреч. Миграция горных горилл зависит от ряда факторов. Скорость передвижения, как и пройденное дневное расстояние, зависит от величины группы, наличия пищи и погодных условиях. И немного о распорядке дня. Вся первая половина дня проходит за едой. После этого следует легкая прогулка по джунглям и послеобеденный отдых, во время которого большинство обезьян спит, детеныши играют, а проще вытаскивают друг у друга из шерсти насекомых. После полудня обезьяны до самой темноты движутся по джунглям, попутно кормясь. Ближе к ночи вожак первым начинает сооружать гнездо. Оно состоит из сложенных веток и согнутых внутрь стеблей травы. С наступлением темноты вся группа ложится спать. Детеныши у горилл рождаются раз в 3-5 лет. Каждая самка приносит лишь одного детеныша, который первые несколько лет жизни целиком зависит от матери. Она его и перенесет куда нужно, и накормит, и почистит, и обидчиков накажет, и приласкает. У гориллы темная шерсть, выступающая надбровья, длинные руки, короткие сильные кисти и мощные стопы. Передвигаются животные, перенося почти всю тяжесть своего тела на передние конечности. Голова с открытым лбом и плоско сидящими ушами делает их вид еще более страшным. Но несмотря на большие размеры и свирепую внешность, гориллы отличаются миролюбивым нравом. Так почему мирные гориллы приобрели славу свирепых животных, несмотря на их внешность? Одна из причин – это демонстрирование силы. Сначала самец гориллы громко ухает, потом уханье переходит в жуткие вопли. Горилла встает на задние лапы и, сгорбив плечи, начинает бить себя согнутыми ладонями в грудь. После этого горилла разбегается и с жутким треском несется по кустам, сметая все на своем пути. И, наконец, она начинает стучать по земле ладонями. Демонстрация силы – это не применение, и смысл подобного поведения заключается в том, чтобы снять, скорее всего, нервное напряжение и показать свою силу и власть другим членам группы. Но это все не более чем устрашение. Гориллы очень редко нападают, предпочитая оборону. Даже неудачники, на которых нападали гориллы, отделывались единичными укусами. Хотя по всей Африке и далеко за ее пределами ходили легенды о черном дьяволе, африканцы верили, что стоит им случайно забрести на территорию горилл, как из зарослей покажется черное ручище и утащит неудачника на
на дерево. И только предсмертный вопль огласит джунгли. Образ как раз черного дьявола прописан в сказке Эдгара Райса «Тарзан». Будет время, прочитайте. Сильнее как горилла не станете, но немного умнее, так это точно. Бросается горилла на врага только если тот в ужасе убегает. В африканских племенах считается позором укусы этой обезьяны. Значит, охотник трус. Он испугался зверя и побежал. При встрече с гориллами в дикой природе ни в коем случае нельзя сразу же убегать. Самец воспримет это как начало к атаке. Советуют замереть на месте, встать на четвереньки и опустить голову вниз. Это будет означать подтверждение своей покорности. Этого вполне достаточно для того, чтобы самец успокоился. Трудно не дать дёру, когда на вас несется огромная черная туша, вопя и ревя при этом. Но совет яркий, как солнечный день. Так что, друзья, попав в такую ситуацию, вы поступите правильно, и поза и поведение при встрече должна отложиться у вас на подкорке. Гориллы доживают до 40-50 лет, если в их жизнь не вмешивается человек. Сейчас в мире горилл насчитывается порядка 16-17 тысяч, но один из подвидов восточной горной гориллы составляет всего лишь 600 особей. Они занесены в Международную Красную книгу, а также находятся под охраной Фонда дикой природы и еще множество других природоохранных организаций. В какой-то степени горные гориллы обязаны своим выживанием американскому зоологу Дайан Фосси, посвятившей почти 20 лет жизни исследованию поведения обезьян. Первоначальной целью американки было выяснить, сколько горных горилл все еще существует в природе. В результате регулярного общения с приматами Дайан удалось завоевать их доверие. Обезьяны безбоязненно впускали зоолога в свои группы, допуская к общению даже с новорожденными детенышами. Горные гориллы в горах Вирунга между Руандой и Демократической Республикой Конго стали ее семьей. Занимаясь изучением данной популяции, Дайан Фосси боролась против браконьеров и за сохранение Руандийского национального парка, пытаясь убедить мировую общественность в необходимости защиты горных горилл. Несмотря на то, что количество особей горных горилл за последние 10 лет увеличилось почти на 20%, популяция все еще находится под угрозой исчезновения. Приматы обитают в районе 3 государств с очень высоким процентом населения. По сей день в данных регионах продолжается незаконный выпас скота и вырубка леса для лесозаготовок и сельскохозяйственных угодий, в результате которой происходит разрушение естественной среды обитания обезьян. Гориллы подвержены заражению вирусами, переносчиками которых могут стать люди или животные. Перенятые заболевания могут привести приматов к летальному исходу. Огромное влияние на исчезновение подвида оказывает политическая нестабильность в районе вулкана Вирунга, обусловленная постоянными гражданскими войнами. Да и куда же деть браконьеров, которые истребляют обезьян с целью получения ценных экспонатов для коллекционеров? И поверить не смог, когда узнал, что мясо горилл является деликатесом. Вот и разберись, кто кровожаден из приматов, человек или травоядная горилла. Так что кроме человека в природной среде обитания, крупные обезьяны практически не имеют врагов. Внушительные размеры, а также сильная коллективная поддержка сделали гориллу абсолютно неуязвимой для других зверей. Также следует отметить, что и сами гориллы никогда не проявляют агрессии к соседствующим животным, поэтому часто обитают в непосредственной близости к копытным видам и более мелким видам обезьян. Горилла является самым крупным, высоким и тяжелым приматом на Земле, к тому же и вегетарианец. Хотя не стоит недооценивать людей, которые по тем же параметрам превосходят ее, пусть и в единичных случаях. Но то, что горилла сильнее любого из нас, так это точно. А также добрее и совсем не кровожадное животное. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.